Всем привет, друзья! Сегодня у меня на балансе есть всего $100, и сегодня я покажу, как можно их приумножить в 100 и 200%. Меня все чаще спрашивают там в личке знакомые мои, как разогнать свой депозит, или как начать зарабатывать, или как спокойно торговать и снимать большие суммы, не какие-то там копейки, при этом не терять деньги. Посмотрите на мой баланс, у меня сейчас $100 на балансе, специально пополнил. Я расскажу вам, как их превратить в X2 или X3 всего за несколько сделок, и, конечно, все зависит от ваших возможностей и готовности идти на риски. Я эти риски принимаю, и я с ними работаю. Очевидно просто, что без рисков сложно добиться значительного увеличения депозита и в целом значительных результатов. Но запомните, там, где есть риски, там есть и деньги. Но обучайтесь всегда только на демо-счете, только потом переходите уже на реальный счет. Сейчас я вам покажу одну из своих стратегий. Во-первых, имея на депозите всего $100, сделки открываю на 10% от депозита, то есть на $10. То есть у меня всего есть несколько шансов на ошибку. Если сделки закрываются успешно, и у меня на балансе, допустим, уже $200-300 накопилось, дальше я торгую более аккуратно, по $2-3 на каждую сделку. И как раз в районе это 1% от депозита получается, то есть мы укладываемся в риск-менеджмент. Это позволяет стабильно двигаться вперед, а агрессивная торговля подходит как раз вот только на самом старте. Но нужна осознанность, потому что в любой момент могут быть убыточные сделки, и можно потерять эти $100. Я как бы допускаю такую погрешность, и у меня есть деньги для долива, то есть я могу запросто долить раз, два и сколько угодно, и отбивать эти деньги. Я использую для работы собственный торговый робот AI Moon Option Signals. Можете увидеть на экране, как он выглядит. Бот совершенно бесплатно доступен, он в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Этого бота мы с другом разрабатывали несколько месяцев на демо-счете Pocket Option. И когда в сентябре я создал новый аккаунт, в основном друг, кстати, его тестировал, я только потом присоединился, потом как от него узнал, что этим он занимается. И когда в сентябре уже здесь создал аккаунт, начал тестировать его на реальном счете. И результаты, конечно, просто порадовали. Вот реально порадовали. Особенно если соблюдать риск-менеджмент, о котором я рассказывал в одном из предыдущих видео, то все будет вообще отлично. Не затягивая со вступлением, просто давайте поторгуем и разгоним наш депозит со $100 до 200 или там $300, посмотрим, как пойдет вообще дело. Переходим на экран компьютера, соответственно, заходим на сайт Pocket Option. Если у вас еще нет аккаунта, то запустите бота, вам бот сам поможет, выдаст ссылочку, зарегистрируйтесь, и все будет вообще просто замечательно. Либо ссылочка есть в описании под видео, соответственно, регистрируйтесь. Я торгую, соответственно, здесь уже на чуть меньше 2 месяцев получается. То есть, как вот друг мне дал этого робота, я начал здесь тестировать все свои стратегии. И мы, соответственно, запилили этого, доделали наконец-то робота. Этот робот полностью на искусственном интеллекте, то есть написан на основе ИИ. Что может делать? Это бот совершенно бесплатный, сигналы генерирует ИИ без ограничения дохода, то есть сколько хотите зарабатываете, бот у вас остается навсегда. И бот работает 24/7, то есть в любой день недели на OTC рынке, на реальном рынке можно торговать. Нажимаем старт или запустить, смотря что у вас здесь будет написано. Запустили, выбираем язык, русский или английский. Выбираю русский. Далее можно выбрать валютные пары, к этому скоро вернемся. Имеются стратегии, стратегия здесь одна, не смотрите, что здесь разное написано. Все это одна и та же стратегия. Мы сейчас еще разные изучаем стратегии, разрабатываем, поэтому, возможно, что-то будем сюда добавлять. Здесь просто назад нажимаем, то есть ничего не меняем в стратегиях. Есть избранное, тоже сейчас вернусь к этому. И есть OTC и не OTC рынок, то есть нажимаем крестик, чтобы был, у нас получается торговля на реальном рынке. Переходим на Pocket Option, видим вот такие валютные пары, например, типа Еврокат, Еврочиф, где нету OTC приписки, это реальный рынок. То есть прямо сейчас идет торговля на рынке Форекс по этим валютным парам. И вы можете, соответственно, с помощью нашего бота торговать по реальному рынку. Если включаете OTC, то есть чтобы была галочка, соответственно, торгуем только по OTC рынку, чтобы была приписка OTC, это прямо обязательно. То есть на реальный рынок не переходим. Сигналы будут просто вообще, естественно, сигналы не те будут. Далее, что здесь можно? Валютные пары, это, соответственно, все валютные пары, которые мы сюда добавили. Добавим позднее еще, чтобы было их побольше, чтобы был у вас выбор. Но на самом деле, скажу, по опыту наших тестов, этого вполне достаточно. Здесь для работы достаточно 8 от силы валютных пар каких-нибудь выбрали, самых доходных, и работаете. То есть можно выбирать здесь валютную пару, прям нажать и ждать, когда вам придет сигнал. Сейчас отменю здесь. Либо, как я обычно делаю, перехожу в избранное. И, соответственно, здесь уже в избранное добавляю все валютные пары, с которыми буду работать.
Перехожу на Pocket Option, смотрю, выплата 92%. Соответственно, выбираю то, что выгодно. Зачем торговать то, что невыгодно? Логично. Выбираю, допустим, эту, выбираю Outcut. И, соответственно, в боте я в избранном нажимаю Outcut. Выбираю Outchief, швейцарский франк. Все, выбрали две. Давайте, Евро-Чиф. Есть такое у нас? Евро-Чиф. Есть такое. Отлично. Выбираем Евро-ГПБ. Очень внимательно тут не перепутайте, потому что символы похожие, можно перепутать. У меня бывало такое, я просто выбирал какую-нибудь валютную пару, а потом смотрю, у меня отличаются там последние буковки. Здесь надо быть внимательным. Давайте Евро-GPI. Где-то я здесь видел, вот он, Евро-GPI, OTC рынок как раз. ГБП АУД. Вот такой есть. 6 валютных пар выбираю. И, соответственно, так, все они у меня в избранные добавлены. Теперь я упорядочиваю. Нажимаю здесь кнопочку назад, видим все мои избранные валютные пары, которые я добавил для работы. Здесь делаем Outcut, значит, первым. Это я просто для своего удобства делаю. Вы можете не делать. То есть делаю в порядке, как здесь вот. Что следующим делом делаю? Это выбираю время экспирации. Время экспирации выбираем 1 минуту или 45 секунд. Я торгую чаще всего на 1-минутной экспирации. Ну, как-то стандартное такое время. Выбираю М1. Ставлю на сделку, поскольку у меня 10 долларов на балансе, поскольку у меня 100 долларов на балансе, ставлю 10 долларов на каждую сделку. И следующим шагом, что делаю, просто нажимаю в боте на нужную валютную пару. Пусть будет это Евро-Чиф. И ждем, когда к нам придет сигнал. Да, вот долго жду, иногда бывает подолгу нет сигналов. Давайте еще посмотрим какие-нибудь графики. Вот, Outcut. Сразу выберем 2, пусть 2 будет открыто. И подождем. Какой-то, может быть, первый придет, на том мы будем работать. Вот видим, долго нет сигналов. Это нормально, потому что искусственный интеллект пытается анализировать. Значит, нет подходящей точки входа. Это нормально. Вот видим, Евро-Чиф, есть сигнал на продажу. Давайте, на 10 долларов сделку откроем вниз. И просто дожидаемся. Также у нас был сигнал на Outcut, на покупку. Этот сигнал я удаляю, то есть одновременно в 2 сделки не вхожу, то есть открываю какую-то одну. Обязательно работаем с какой-то одной, иначе вы быстро так сольете свой депозит. Это вообще не вариант. Поэтому с одной работаем. Видим, сейчас сделка ушла в минус, то есть получается у нас сделка открыта на понижение, нам сигнал был продавать, но при этом график ушел наверх. Это нормально, потому что у нас анализирует все робот. И, соответственно, он не может идеально предсказать там точку какую-то. И он ориентируется на разные индикаторы, на графики, и поэтому бывает убыточная сделка. Выбираем какую-нибудь валютную пару, пусть будет это, давайте что-нибудь выберем. Евро-Чиф пусть будет. Сделку на 20 долларов подготовил. И просто ожидаем. Давайте еще добавим британский фунт, австралийский доллар. Посмотрим. Вот видим Евро-Чиф. Есть сделка у нас на покупку. Пробуем покупать. На 20 долларов на 1 минуту открыл сделочку. Посмотрим, что из этого выйдет. Обычно всегда сигналы, когда мне приходят, я удаляю. Допустим, вот британский фунт, австралийский доллар, я сейчас входить в сделку не буду, потому что я уже вошел на Евро-Чиф. Здесь удаляем сигнал, этот удалю после того, как сделка завершится. То есть постоянно удаляю, чтобы было в терминале постоянно, чтобы в боте было постоянно пусто, и мне удобно было выбирать сделочки. Поэтому остается просто ждать. Остается последние секунды. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и закрываемся в плюс. На балансе у нас теперь 108 долларов. Давайте я, наверное, раз делаю контент, для контента я все-таки риски повышу. Давайте будем открывать по 50 долларов. Пусть будет 50. И время экспирации я выберу 45 секунд. Давайте, я рискну. Давайте Евро-GPI нажимаем. И вот давайте ГБП АУД, британский фунт и австралийский доллар. Посмотрим. Пожелаем мне удачи. Так, британский фунт говорит купить. Давайте на 50 долларов вверх. Здесь, значит, Евро-GPI удаляю, отменяю поиск и удаляю сигнал. Ни к чему мне здесь загромождать, уже сделка открыта и так все понятно. Остается 5, 4, 3, 2 и 1 секунда. И давай.
Сделочка закрывается в плюс 46 долларов. Плюс 46 долларов просто за одну сделку. На самом деле было рискованно. Честно, ладошки у меня сильно спотели. Давайте снова на 50 долларов. На 100 не буду рисковать. Ну, блин, реально стрёмно. Давайте подберем какую-то валютную пару, посмотрим, что из этого выйдет. Я выбрал Евро-Чиф. И так, Евро-Чиф, блин, только начал говорить. Пришел сигнал на продажу. Давайте 50 долларов минус. Фу, в минус, блин, продать. Отменяем, соответственно, предыдущий поиск. Ни к чему нам по другой валютной паре искать. Мы уже вошли в сделочку, посмотрим, что из этого выйдет. И удаляем сигнал. И 1 секунда, и закрылись снова. Плюс 46 баксов, и у нас уже 200 долларов на балансе. Надо было сразу так контент делать. Правда, возможно, бы почти слился там первый раз. Ладно. Самое главное, что все в плюс идет. Давайте еще подыщем какие-то валютные пары и снова войдем в сделку. Нам надо заработать, давайте 300, раз уж пошло дело. Попробуем 300. Опять же, не призываю, повторять не надо. Бот часто бывает ошибается, поэтому работать надо по риск-менеджменту. То есть, чтобы у вас хватало догона до 6 позиций. То есть 1 доллар, допустим, 2, 5 и так далее. То есть, как я рассказывал в одном из предыдущих видео. На самом деле, я принимаю риски, у меня как бы есть деньги, поэтому мне потерять 100 баксов, но это не проблема, и заново удалиться, и продолжать работу, отбивать предыдущие убытки. Это я могу себе позволить. Этого не может себе позволить каждый человек. Я это прекрасно понимаю, поэтому я вам просто показываю контент и принцип работы бота. И также, чтобы вы видели просто, какие результаты бывают. Давайте снова выберем какие-то валютные пары и посмотрим, что из этого выйдет. Бывает такое, смотрите, сервер временно недоступен, пожалуйста, попробуйте позже. Это нормально, поскольку мы берем какие-то графики, данные частично с Pocket Option, чтобы правильно анализировать их, бывает сервер временно недоступен, это нормально. Сейчас просто снова выбираем какой-то подходящий график, пусть Евро-Чиф будет. Нажимаем, давайте еще посмотрим, что. Давайте Евро-GPI. Я, кстати, удалил здесь одну валютную пару. Евро-ГПБ, давайте ее здесь удалю. Вот это вот удалил. Почему я ее убрал? Потому что, когда переключался между графиками, у меня соскочило время. У евро-британского фунта минимальное время экспирации было 1 минута. Я до этого переставлял на 45 секунд. Но сейчас по 1 минуте пробую работать. Давайте на 50 долларов вверх. И видим, сразу пролетел второй сигнал по Евро-GPI. Не буду продавать, не буду входить сразу в 2 сделки, работаю только по одной, поэтому удаляю здесь сигнал, и это для чистоты удаляю. Все. Теперь у нас здесь в боте чисто, мне нравится то, что можно удалять, и как бы чисто в боте. Вы можете удалять. Просто, допустим, если у вас уже как бы загрязнился, так скажем, чат, нажимаете меню, перезапускаете бота, и все, и у вас все заново продолжает работать. И у нас подходит 10-9 секунд остается, и лишь бы график резко вниз не упал. И тогда заработаем плюс 46 долларов. И следующую сделку я, наверное, я все-таки рискну. Это опасно. Опасно, но как бы и так уже со 100 долларов плюс 146 сделал. Давайте на 100 долларов последнюю сделку открываю. Опять же, я повторяюсь, это очень рискованно, это опасно, потому что у бота бывает часто подряд по несколько сделок минусовых, и я просто так можно слиться. Я это делаю все ради контента, поэтому давайте попробуем. Рискнем прям, аж ладошки потеют. Рискнем, посмотрим, что из этого выйдет. Давайте. Пусть эта пара проанализируется. Вот, видим сигнал по фунту британскому на продажу. Давайте 100 долларов вниз. Просто рискую. Здесь общий тренд на повышение, но нам почему-то робот говорит продавать. Давайте рискнем. Сделка на 1 минуту, надо было на 45 секунд, но очень рискованно, очень. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. 5, 4, 3, 2 секунды, 1 секунда и закрылись в плюс. Получили плюс 92 доллара. Итого 228 долларов 40 центов за это видео. Я думаю, вы видели, было очень нервно. У меня все ладошки спотели, руки аж размокли. Но вот так вот, друзья, бывает. Ради контента приходится чем-то жертвовать. Нервными клетками точно пожертвовал. Вот 100 долларов вроде бы, но уже заработал. Видите, уже как бы я видел на балансе 200 там, сколько получается, 220 что ли долларов было. И до этого.
И, соответственно, уже я считал их своими деньгами, блин, а уже 220 не так приятно терять. Точнее, это более неприятно, чем $100, а сейчас $338. Поэтому вот с этого момента лучше торговать теперь на 1%. На 1% всего лишь, на $3 торгуем далее. И, соответственно, если у вас убыточная сделка, то начинаем догоняться. То есть там 3, 6, потом 13, например, или $14. Соответственно, дальше уже не 26, а $28. И таким образом усредняемся. То есть так, чтобы хватило нам на 6 догонов суммарно. Спасибо за просмотр, друзья. Поддержите меня лайком, подписочкой на мой канал. Все ссылки на робота будут в описании. Присоединяйтесь в мою команду, активируйте торгового робота. Это бесплатно и безопасно. Однако помните о рисках, ведь робот — это такой же искусственный интеллект, и он может ошибаться, как сам человек. То есть он такой же искусственный интеллект, как человек. То есть у него могут быть ошибки, это нормально. Всем успехов, с вами был Ник. Пока-пока.